Друзья, всем привет! С вами Вероника Никитенко и Центр Алхимия. Сегодня у нас будет интересный, необычный расклад. Без 5 минут челленинг. Ченнелинг, вызов духов и всякое такое. Мы будем сегодня экспериментировать, играть с полем. И, возможно, из этого расклада почерпнем для себя какие-то интересные и важные нюансы. Расклад сегодня будет в одном варианте, поэтому присаживайтесь поудобнее, наливайте себе вкусный чай, кофе, потанцуем. И давайте попробуем посмотреть, кто же с нами сегодня будет разговаривать и о чем. Представим себе, что в нашем мире есть то, что мы видим, и то, чего мы не видим. В том числе и те, кого мы не видим, но они есть. Так вот, сейчас мы узнаем, есть ли с нами сегодня кто-то, кто хочет с нами поговорить в нашем поле, в нашем пространстве. Есть ли с нами сегодня кто-то, кто хочет с нами поговорить. Ну вот у нас сразу висит золотая монетка, в общем-то, которую мы точно можем сказать, что да. Есть с нами, и в нашем поле кто-то, кто хочет что-то дать нам важное, какую-то очень важную информацию сообщить нам. Так, кто же это пришел к нам поговорить? Что это такое или кто это такой? Кто пришел к нам поговорить? Так, а пришел поговорить к нам кто-то. Слушайте, наверное, какой-то свидетель какого-то апокалипсиса прямо-таки, я не знаю, какой-то свидетель разрушения чего-то. Потому что здесь у нас куча каких-то людей, воинов. И вот главный, центральный стоит здесь персонаж, который в курсе был того, видимо, может, не знаю, какая-то цивилизация человеческая закончилась ничем. Так, вот кто к нам пришел поговорить. Хорошо. Почему именно это существо, я не знаю, нечто, дух, инопланетянин, ангел, воин света, почему именно этот персонаж пришел к нам поговорить? Потому что это самый спокойный персонаж, который, наверное, очень спокойные какие-то и позитивные новости, судя по всему, может нам сообщить. И самое важное, потому что это нечто, что будет с нами сегодня разговаривать, судя по всему, владеет какой-то, в каком-то смысле, может быть, властью. В общем-то, это нечто можно спрашивать. Это нечто имеет какой-то определенный статус, позволяющий ему, наверное, нормально как-то с нами общаться. Так, для кого будет вещать сегодня этот персонаж? Для кого будет вещать? Для кого важно будет это послание? Это послание важно для всех людей, кто считает себя дружелюбными, жизнерадостными, легкими, но при этом эгоистичными, эгоцентричными в хорошем смысле этого слова. Эта информация будет полезна для тех людей, кто прямо сейчас ждет каких-то важных новостей, таких судьбоносных новостей, каких-то ободряющих новостей, оптимистичных новостей, для тех, кто нуждается в безопасности или, может быть, кто прямо сейчас уже находится в каком-то состоянии такого вот внутреннего покоя, в каком-то безопасном месте. В том числе однозначно эта информация будет полезна для тех людей, у кого есть дети, в частности мальчики и маленькие мальчики здесь, потому что все-таки Солнце у нас это активная мужская энергия про мальчиков. Что еще нам надо знать про этого человека, для кого будет полезна сегодняшняя информация? Что еще нам надо знать про этого человека, для которого эта информация будет полезна? Этот человек боец по натуре, может быть рисковатым, не считается с чужим мнением, всегда делает в своей жизни только то, что считает лучше всего. Может быть достаточно грозным оппонентом, очень интеллектуально развитый человек с колоссальной широтой мышления, человек нетерпеливый, не любящий сидеть на месте. Если в голове что-то зазвенело, надо срочно это делать.
Стоит ли эту информацию слушать остальным людям, которые сейчас смотрят это видео вообще? Нужно ли вам слушать, если вы не подпадаете под эти критерии, или не нужно? Тройка жезлов. Да, конечно, говорит, может послушать, потому что тоже для вас будет однозначно полезно. Почему? Почему будет полезно? Потому что на основе этой информации вы можете справиться со своим отчаянием, с какой-то своей тоской, со своими переживаниями, с ощущением безнадеги какой-то. Вот это тоже вам будет, видимо, полезно. Так что смотрите, на дне колоды у меня 7 кубков. Что-то здесь про мечты. Ну и, собственно, давайте начинать. О чем будет говорить тот человек, сущность, субстанция, которая сегодня, прямо сейчас с нами находится в прямом контакте, о чем будет разговаривать? О том, о какой-то паузе. Речь будет идти о какой-то паузе, о каком-то вынужденном отстранении от чего-то, об уходе от чего-то, об ожидании, о смерти в каком-то смысле. Может быть, реально, кстати, о какой-то смерти какого-то человека, который уже реально умер. И кого-то этот вопрос интересует. Здесь тема в буквальном смысле говорит о ситуации, которая зависла в воздухе. Здесь изображен обряд воздушного подвешивания, похоронный обряд, когда человека вешали в гробу, в лесу, да, чтобы его, так сказать, съели птицы. Но тут у нас воин. Воин, который вот утратил какие-то свои сейчас бойцовские качества, потому что на время куда-то их сложил и убрал. И вот сфера такая, нет какой-то конкретной сферы, а вообще здесь история про то, что ничего не действует. Почему эта информация, вот именно об этом, почему это сейчас важно? По какой причине именно эта вещь сейчас важна? Потому что грядет новое будущее. Потому что грядет новое будущее, потому что грядет освобождение, потому что грядет какие-то новые плоды ваших трудов. Здесь у кого-то новая работа грядет, у кого-то жизнь пойдет вдруг в гору, что-то неожиданно начнет получаться, и впереди достаточно ответственное вас ждет время, потому что придется прикладывать много усилий для того, чтобы сберечь то, что у вас начало получаться. Вот почему это важно. Хорошо. Тогда у нас будет сейчас 5 карт посланий. Это будет 5 посланий, важных, конкретных для вас. Сейчас мы выложим это сначала на этой колоде. Вот у нас будет 5 карт посланий. На метапосланиях. Прямо так вот. Послания на метапосланиях. И мы посмотрим еще такие вещи. У меня тут карточка одна осталась. Смотрите-ка, пусть лежит. Не знаю, что там. Так, когда ждать этих событий? И посмотрим еще, что эти события вам дадут в глобальном смысле этого слова и что после этого начнется. Я хотела еще отдельную карточку достать на Аркус Аркана. Что после этого начнется? Хотела перевернуть, пусть будет перевернута. Начнется после этого какая-то мечта, говорит 7 кубков сразу. Так, ну поехали, послание. Итак, первое послание. Позиция твоя тверда, как никогда. Доверяй себе, доверяй мужчине. Сейчас тебе сложно. Сейчас тебе приходится быть очень собранным, быть очень взрослым, контролировать все, что ты можешь контролировать, и пытаться следить за тем, что пока еще не поддается твоему контролю. Прежде всего, император говорит о том, что совсем скоро, а может быть даже уже сейчас, вы окажетесь где-то у побережья большой воды. Может быть, вы будете там, где есть много гор. Ваше положение в этом месте, где вы окажетесь, где будет вода, или где будут горы, или где будет лето,
будет очень прочным, будет очень незыблемым. В этой позиции в вашей жизни, в этой точке вашей жизни вас будет ждать мужчина. Если вы мужчина, то, скорее всего, это вы. После того, как вы сделаете или выдержите какой-то определенный этап становления какой-то ситуации, какого-то дела, в вашей жизни наконец-таки появится возможность расслабиться и отдохнуть. Вы обретете какую-то пару. Это может быть любовь, это может быть партнерство. Но здесь смотрите, какие красивые карты. У нас здесь встреча людей. Да, встреча людей, знакомство с какими-то новыми местами, решение каких-то очень важных жизненных задач, финансовых в том числе, потому что королева Пентаклей. То есть это говорит вам, что в твоей жизни ты будешь чувствовать успокоение, безопасность. Ты будешь чувствовать, что тебя принимает какая-то твоя новая среда. Она тебе благоволит. Она открывает перед тобой какие-то новые дороги. Она даст тебе возможность сделать то, что ты хочешь. И ты, в свою очередь, откликнешься на все эти возможности и сможешь добиться каких-то очень важных, серьезных задач, руководствуясь как раз-таки своей верой в лучшее, опираясь на свою интуицию, опираясь на свое понимание того, как устроен вообще, в принципе, этот мир. Здесь впереди большая какая-то серьезная работа, которая будет касаться, прежде всего, формирования внутри вас какой-то невероятной силы внутренней. Ваша интуиция будет приобретать какой-то вот такой многоплановый рассвет. Здесь многих людей в работе ждут грандиозные какие-то успехи. Да? Но, может быть, кто-то из вас станет очень известным человеком. Видите, жрица здесь охватывает буквально всю планету. Однозначно послание наше здесь про встречу с двумя разными людьми. Обе из этих встреч будут достаточно успешны и благополучны. Для кого-то это будет действительно встреча, знакомство очень хорошее, позитивное, которое касается отношений. Для кого-то это будет история урегулирования каких-то семейно-бытовых вопросов, каких-то тем, которые касаются защиты, безопасности, стабильности финансовой, чего-то еще, уважения, чувства собственного достоинства, признания каких-то ваших заслуг и так далее. Вот что у нас будет происходить. Почему? Вернее, не почему, а когда ждать этих всех событий. Когда эти события в вашей жизни начнут случаться. И вот у нас повешенный, королева жезлов и колесница. Видите, опять речь идет о долгом ожидании, о том, что вы долго ждете, о том, что вы долго здесь вынуждены как-то находиться в не очень удобных для себя условиях. Но это закончится совсем скоро. Здесь у нас буквально 13,7, я не знаю, что это значит. Возможно, здесь речь идет наверное, о числе 6. Может быть, у кого-то это будет 6 дней, у кого-то это будет 6 недель, а у кого-то это начнется в буквальном смысле уже в июне. Вот какая здесь такая история. Но главным ключевым событием для вас должна быть встреча с какой-то женщиной. Если вы женщина, то вы куда-то поедете, может быть, к вам приедет какая-то женщина. Если вы мужчина, то здесь история того, что вы поедете к какой-то женщине. Не она к вам приедет, а вы поедете к ней. И вот после этого все начнет разворачиваться. Что дадут эти события? Вот что они вам дадут, эти события? Что они вам дадут? Дадут они вам денежки. Денежки, хорошее положение, достаток, удовольствие. Вообще хорошую жизненную стабильность, устойчивую, очень стабильную жизнь они вам дадут. Кому-то, безусловно, дадут какую-то должность, если кого-то интересуют вопросы по работе. Вообще тема самореализации здесь финансовая, конечно же, и семьи в контексте практичного такого подхода. Не то чтобы там любви между мужчиной и женщиной нет, а именно семьи такой практичный подход. Вот что они вам дадут. И помните, у меня здесь карта одна осталась лежать. Вот что здесь, королева кубков. Ждет кого-то любовь большая. Она ждет. Она осталась, но я ее достала все равно и сказала, что мы ее будем смотреть. Вот это важно, что надо понимать. То есть здесь женщины и мужчины обретут для себя, с одной стороны, и любовь, и реализацию каких-то своих профессиональных задач.
Что начнется после этого? Вот семерку кубков мы уже посмотрели, что после этого у вас начнется исполнение ваших желаний, то, что вы себе представляли, вы будете воплощать в жизнь. И вот еще у нас одна карта, что начнется после этого: освобождение, возрождение, воссоединение. После этих событий начнется процесс воссоединения семьи, когда вы все будете объединяться вместе, когда у вас начнется новая полоса в жизни, когда вам скажут: все, ты готов, можешь двигаться дальше, вы выздоровеете все. Ну, не все, имеется в виду, у кого, если какие-то реальные темы есть, касающиеся исцеления, будь то физического или просто улучшения какой-то жизненной ситуации, то она наступит однозначно. Здесь история про то, что вас выпустят куда-то, позволят вам куда-то войти, помогут вам справиться с какими-то жизненными задачами вообще, потому что вы в каком-то смысле святой человек, который достоин быть воскрешенным. Вот такая у меня замечательная, я считаю, получилась история. Надеюсь, что вам эта история была полезна. Ставьте лайки, оставайтесь с нами, приходите к нам учиться, берегите себя. Пока-пока и до новых встреч!